Всем привет, это я. В этом видео мы разберем все фракции Pandaria Mist в Pandaria Classic, где и как прокачивать репутацию, какие награды дают, какие фракции обязательны для крафта и для прокачки персонажей, и что стоит качать в первую очередь. Плюс дам вам советы по ежедневкам, жетонам, дружбе с НПС и выбору без предметов за доблесть. Если хочешь эффективно одеваться и прокачивать профессии, или просто собрать всех маунтов, этот гайд для тебя. Поехали! 8 фракций, изначально представленных миссов Pandaria, 4 предлагают эпическое снаряжение в качестве награды, а остальные 4 – необычные предметы. Все они предлагают листовых животных и проработанные гербовые накидки в качестве награды за превознесение. В Миссов Pandaria Classic репутация зарабатывается немного иначе. Старая система с использованием накидки и прохождением подземелья была упразднена. Гербовые накидки теперь служат лишь для красоты, а репутацию можно заработать, выполняя ежедневные задания. У каждой фракции есть своя захватывающая история, а ежедневные задания интересны и разнообразны. Сразу рекомендую поставить аддон Квести, который показывает все задания на карте, в том числе и ежедневные, отмеченные синим восклицательным значком. При наведении на любой квест нажмите Shift, чтобы получить дополнительную информацию о квесте, например, сколько вы заработаете голд или с кем повысите репутацию за выполнение этого квеста. Интендант Нат Пегл. Красаранские джунгли. Как получить репутацию? Различные НПС в Красаранских джунглях будут давать ежедневные рыболовные квесты, за которые можно получить репутацию и повысить навыки. В южных жутких пустошах также есть цепочка квестов, за которую можно получить репутацию. Есть 7 возможных квестогиверов, по 2 задания у каждого. Одновременно будут активны только 3 из них, так что у вас будет неплохое разнообразие, поскольку вы будете возвращаться, чтобы закончить задание. Помимо репутации, получаемой за ежедневные задания, вы также можете получить 2520 очков репутации до учета бонусов за нее в небольшом центре заданий приюте капитана с мокрым капитаном в южной части жутких пустошей. Этот приют не открывается сразу, а требует выполнения некоторых заданий в зоне. Он откроется после завершения задания «Крик из тьмы». Кроме того, у Нат Пегла есть счетчик дружбы. Дружба Нат увеличивается, если вы сдаете одну из 3 редких рыб: летающий тигровый гурами, мимикрирующий осьминог и самец иглоспинки. Есть несколько вещей, которые вы можете получить, повысив с ним дружбу: шляпа Ната, как его лучший друг, и рыболовный журнал Ната. Вы можете использовать 5 из этих книг, чтобы прокачать рыбалку на вашем альтернативном персонаже, но они стоят по 800 или 900 голды каждая, если у вас максимальная репутация. За превознесение вы можете купить водомерку, которая бегает по воде, а также гербовую накидку. Небожители, интендант, мудрец, цветок лотоса, либо мудрец, белое сердце в вечно цветущем доле. Как заработать репутацию? Репутация у небожителя накапливается через выполнение заданий. Игроки будут отправлены в один из 4 храмов после того, как спросят интенданта, где больше всего нужна помощь. Существует 4 храма всего, с каждой стороны острова. Север – храм Белого Тигра в вершине Кунлай. Юг – храм Красного Журавля, колыбель Чи-Дзы в Красаранских джунглях. Запад – Танлунские степи, храм Нюцзяо. И восток – храм Нефритовой змеи в Нефритовом лесу. Делики с фракцией доступны после получения почтения Золотой Лотос и последующей сдачи квеста Celestial Task с НПС Мудрец Цветок Лотоса. Как же идет сам кач репутации? Каждый день вы подходите к Мудрец Цветок Лотоса, она, кстати, является интендантом небожителей, и она вас отправляет к месту, где сегодня выдают дейлики небожителей. Это один из 4 храмов, в нем вам дадут по 4 дейлика. Награды на уровне уважения игроки получают подношения небожителей, которые дают положительные эффекты в зависимости от ближайшего храма. Благословение Нефритовой змеи, интеллект увеличен на 10%. Красного журавля, восстановление 1000 здоровья в секунду. Черного быка, выносливость увеличена на 10%. И благословение белого тигра, сила и ловкость увеличены на 10%.
Также за уважение игроки могут приобрести запястье или кисти рук за доблесть. За почтение игроки могут приобрести несколько рецептов формулы чар для наручей, а также ступни 489 айтем левела. На превознесение игроки могут приобрести гербовую накидку, ездовое животное и выкройку королевскую сумку. Золотой лотос, интендант Джалу Щедрый в вечно цветущем доле. Как получить репутацию? Чтобы начать выполнять квесты Золотого Лотоса, вам нужно будет проявить себя перед пандаренами в храме Белого Тигра в вершине Кун-Лай. По мере повышения репутации будут открываться новые центры заданий, по 4-5 заданий в каждом. Сначала вы начнете на уровне дружелюбия с хабом Золотая Пагода, который перенаправит вас к Золотой Лестнице, а затем будете продвигаться вверх. Древний тайник Голай. Тайники можно найти в северо-западных пещерах в вечно цветущем доле, получив ключ от древнего тайника Голай, который выпадает из любых мобов в этом районе. Эти тайники содержат ценную добычу, материалы, рецепты и редкие осколки, используемые для получения поводья грозового рубинового облачного змея. Фарм этих сундуков также будет единственным способом получить эпические посохи 476 айтем левела, созданные начертателями, до выхода первого уровня рейда. Поскольку для изготовления посоха вам понадобится 20 свитков мудрости. Однако обратите внимание, что в тайниках не будет свитков до еженедельного сброса после первого КД. Важно, не перемещайте и не закрывайте окно добычи после открытия сундука. Сундук исчезнет, а вместе с ним и добыча. Открыв сундуки, спрятанные по сезоне, можно получить реликвию Голай и реликвию Властелина Грома, которые навсегда повысят вашу репутацию. Награды за уважение, плечи и кольца 489 айтем левела за очки доблести, выкройки на кожевку и портняжное дело, за почтение грудь 476 айтем левела и за превознесение есть 3 средства передвижения, журавли и гербовая накидка Золотого Лотоса. Лакси, интендант, кователь янтаря Зиг в жутких пустошах. Как получить репутацию? Чтобы повысить репутацию Клакси, вам придется выполнить длинную цепочку квестов «Жуткие пустоши», начиная с Безумного Богомола. Старт цепочки начинается с вашего святилища в вечно цветущем доле. Спускайтесь вниз и берете квест. По мере того, как вы зарабатываете больше репутации, продолжаете выполнять цепочку заданий, вы освобождаете больше старейшин Клакси и получаете все больше и больше ежедневных заданий. На этом этапе вы можете запросить у них бафы, улучшения и дополнения. Как и в случае с большинством репутаций в Mists of Pandaria Classic, для повышения вашей репутации у фракции вам предстоит выполнить множество ежедневных заданий. Большинство заданий сосредоточены в 4 различных областях карты, и одновременно будет активна только одна область ежедневных заданий. Помимо ежедневных заданий, относящихся к каждой локации, есть еще 3 задания, которые вы можете выполнять каждый день, в зависимости от вашего уровня репутации. Клакси также предлагает 3 скрытых ежедневных задания, которые начинаются с добычи определенных монстров в жутких пустошах. Эти задания будут доступны только при наличии ежедневных заданий в соответствующей зоне, поэтому вы сможете выполнить только одно скрытое задание в день. Ядро добывается с кипарака, огромное жвало с гигантского жука, патрулирующего у входа в сердце страха. Прах вождя Гуртана выпадает из военачальника Гуртана, босса, призываемого на пути 66.31. Для его призыва вам понадобится 2 человека. Один должен подойти к зеленой руне и использовать команду /лечь, а другой в красной руне использовать команду /колени. Это призывает военачальника Гуртана. Хотя ежедневные задания самый быстрый способ заработать репутацию в Mists of Pandaria Classic, вы можете продолжать фармить с меньшей скоростью даже после выполнения всех ежедневных заданий в день. Осколки жуткого янтаря могут выпасть с любого моба в зоне, а сбор 5 таких осколков для сдачи квеста Семена Страха даст вам 250 репутации.
Награды. За уважение можно купить 489 айтем левела шею или пояс за очки доблести. На превознесении вы можете купить пухи 463 айтем левела, маунта поводья янтарного скорпиона и гербовую накидку Клакси. Хранители историй. Интендант Тань Шинтяо в вечно цветущем доле. Как заработать репутацию? Хранители истории, хранители культуры пандаренов, неразрывно связаны с духом археологии. Необычная система прокачки репутации соответствует природе этих библиотекарей культуры, а награды за репутацию усиливают эту профессию. Каждый монумент в Пандарии связан с достижением. Посетив все монументы для получения достижения, вы получите свиток, который начинает задание. Выполнение достижений, сдача свитка хранителю истории Чо дадут вам репутацию. Сдача всех свитков принесет вам превознесение. Когда вы сдадите свиток, хранитель истории Чо автоматически воссоздаст для вас историю, проливающую свет на историю пандаренов. Вы можете услышать эти истории снова в любое время, поговорив с хранителем истории Чо. Награды. На дружелюбии вы сможете поговорить с Браном и купить ящики с фрагментами Старого Мира, если у вас максимальный уровень археологии. А также диск красного парящего облака, гербовая накидка хранителя истории, магнитный хранитель истории, карта хранителя истории и комплект охотника за артефактами. Орден облачного змея. Интендант Сань Рыжая чешуя в нефритовом лесу. Как получить репутацию? Зарабатывать репутацию довольно весело. Это смесь крыльев пустоты и укротителей ледопардов. Вам нужно будет достичь 90 уровня, прежде чем вы сможете начать зарабатывать репутацию у Ордена Облачного Змея. Это увлекательная репутация, которая принесет немало пользы тем, кто успешно справится с заданием. Вы можете начать свой путь с Орденом Облачного Змея у старейшины Анли. Он даст вам задание «Дикость». Затем отправляйтесь к конструктору Тонгу и примите задание «Преодолевая трудности», «Пустые гнезда» и «Сбор яиц». Ваш птенец предложит вам 2 ежедневных задания, в то время как старейшина Анли продолжит третье. Как только вы достигнете почтения, вы разблокируете гонки, ежедневные задания с инструктором Виндблейдом и 3 других ежедневных задания. Чтобы достичь превознесения, вы можете либо продолжать выполнять ежедневные задания, либо сдавать эниксовое яйцо, которое вы найдете разбросанными по всему острову. За репутацию с этой фракцией ювелиры смогут сделать крутую пантеру, изучая их рецепты. На превознесение, как обычно, маунт и гербовая накидка Ордена Облачного Змея. Шадапан. Интендант Жучеплут в Танлунских степях. Как получить репутацию? Репутация Шадапан будет расти по мере повышения уровня. Несколько заданий будут доступны на 87 уровне в вершине Кунлай. При этом большая часть цепочки заданий проходит в Танлунских степях и открывается только на 88 уровне. Все ежедневные задания сосредоточены вокруг 3 разных зон, с одним дающим задание, либо Бань Медвежье Сердце, Линк Шестая Спула, либо Мастер Снежный Вихрь, который активен каждый день. До учета бонусов репутации вы получите 1350 репутаций, выполнив все 5 доступных ежедневных заданий. Когда вы убьете Ша Злости, вам выпадет Коготь Гнева, дающий задание. При его сдаче вы выбираете ступни 476 айтем левела и 500 репутаций. В инсте Монастырь Шадапан вы также заработаете за выполнение заданий 1000 репутаций. Награды. За уважение Шадапан вы можете купить спину 489 айтем левела или триню. За почтение приобретается голова и формулы чернооружия. За превознесение транспорт, тигры и гербовая накидка. Земледельцы. Интендант Джина Грязный Коготь в долине 4 ветров. Как заработать репутацию? Заработать репутацию земледельца в долине 4 ветров гораздо сложнее, чем у любой другой фракции Пандарии. Вы будете собирать урожай различных культур, от овощей до материалов для профессий, получать репутацию, выполняя серию заданий по расширению фермы, а также дружить с 10 НПС земледельцами, которые улучшат вашу ферму в полугорье.
У земледельцев есть три основных компонента земледелия: как сажать, выращивать и ухаживать за растениями, а также как расширить ферму. Союз земледельцев – основная цепочка заданий, в которой игрок получает голоса за союз от жителей полугорья, ежедневные задания и награды за репутацию земледельцев. Дружба. У НПС есть свои собственные шкалы дружбы. Став их лучшим другом, вы сможете открыть дополнительные награды для своей фермы. Темная земля – это место, где вы найдете особые дары, такие как синее перо и милое яблочко. Темную землю можно найти по всей Пандарии, но чаще всего она встречается у фермерских районов в долине Четырех Ветров, недалеко от полугорья. Щелкнув по земле, вы получите один из этих особых даров. Обменяйте их на подходящего НПС, чтобы получить максимальную прибавку к дружбе, если только вы еще не являетесь лучшими друзьями с соответствующим НПС. Награды предусмотрены как за повышение репутации среди земледельцев, так и за укрепление дружеских отношений с НПС-земледельцами, а также на превознесение маунты козлы и гербовая накидка земледельцев. Помимо всего прочего, вы можете прокачивать репутацию с помощью украденных жетонов, которые падают с зандаларских военных разведчиков и завоевателей. А также не забываем покупать знаки признания при достижении почтения с фракциями. Это обязательно. Ну и Хозинская трубка мира. В видео про предметы в Mists of Pandaria Classic уже рассказывала про нее. Падает с рарника и имеет КД в 1 неделю. Что качать первым? Если вы собираетесь заниматься профессиями, то в кузнечном деле это Клакси, в наложении чар Золотой Лотос, далее Августейшие Небожители и Шадапан, в портняжном деле Золотой Лотос, далее Небожители, в кожевничестве Золотой Лотос, ювелирное дело Орден Облачного Змея, кулинарка, рыболовы и земледельцы, инженерное дело и начертание с алхимией, таких рецептов нет. Если вы одеваетесь, то за 2 недели вы сможете нафармить 3200 очков доблести. Соответственно, сможете купить для себя 2 предмета 489 айтем левела. Советую посмотреть на сайте WoW.tbc или WoWhead без пререйд на ваш класс и спек, так как даже у РДД слоты отличаются. Вот такой получился полный гайд по репутации в Mists of Pandaria Classic. Теперь ты знаешь, какие фракции качать первым делом, где брать нужные рецепты и беспредметы, и как быстро получить маунтов, игрушки и даже зачарования. Если видео было полезно, ставь лайк, поделись с гильдией и не забудь подписаться на канал. Увидимся в Пандарии. Да пребудет с тобой доблесть. Меня зовут Верисали и со мной рейдит легко.